Здравствуйте! В данном видео хочу рассмотреть такой полуфабрикат, как опара. Что же из себя представляет опара? Опара – это полуфабрикат, используемый для приготовления хлебобулочных изделий, как хлеба, так и мелкоштучных хлебобулочных изделий. В составе данного полуфабриката мука, жидкость, вода или молоко, дрожжи, а также может в состав входить соль, сахар, иногда добавляется жир. Это может быть сливочное масло или растительное масло или маргарин. Консистенция опары значительно жиже, чем у теста. Схема приготовления опары следующая. Используемое количество муки чаще всего не превышает половины от общего количества муки в замесе, 2/3 воды и отведенного количества дрожжей для приготовления теста. Консистенция у опары, как я и говорил, значительно жиже, чем у теста, а исходная температура варьируется от 28 до 32 градусов по Цельсию. Длительность брожения может занимать от 3 до 4,5 часов. После того, как опара вызрела, на данном полуфабрикате замешивается тесто путем добавления оставшихся ингредиентов в опару и замеса окончательного теста. Иногда в данный вид теста входит 1 или 2 обминки, но это не всегда обязательно. Опары различаются по влажности и расходу муки. Влагосодержание классической опары составляет 41-45% из 45-55% от всего количества муки для приготовления теста, а также дрожжей и воды. Также бывает большая густая опара, влажность которой составляет 41-45%, замешивается с использованием 60-70% муки от всего количества для приготовления теста. Влагосодержание жидкой опары составляет 68-72% из 25-35% от общего количества муки для изготовления теста, а также воды и дрожжей. Большая густая опара, влагосодержание которой составляет 70-75%, замешивается с 1/3 муки от общего количества для приготовления. 30-35% соли предусмотренным количеством воды. Исключение составляет растворы сырья или улучшители, необходимые для приготовления теста, которые добавляются непосредственно уже не в опару, а в тесто. Схема приготовления опарного теста следующая. Тесто замешивается из всего количества опары, добавляется мука, соль, вода и дополнительное сырье. Как же приготовить опару? В зависимости от вида опары, как я уже и сказал, она делится на 3 основных вида. Это классическая, это большая густая опара, а также жидкая опара. Поэтому выбирать, какую именно опару готовить для вашего изделия следует, правильно, есть рецептуры, которые уже отработаны не один раз, и там все указано в граммовках и четко, и как бы правильно для того, чтобы приготовить отличный вариант изделия. Если же вы решили поэкспериментировать, то здесь уже следует экспериментировать из расчета тех данных, которые я сказал, и изделия будут приобретать новый вкус, цвет, а также более раскроют свои вкусовые характеристики. Опарное тестоведение достаточно распространено как в малых пекарнях, так и в достаточно больших хлебопекарных предприятиях. В частности, одно из самых распространенных изделий, которое может готовиться по опарному способу, это батон нарезной. Также всякого рода мелкоштучные изделия. В большей своей степени это сдоба. В малых пекарнях опара необходима для того, чтобы ее использовать, так как эти изделия сохраняют свежесть чуть-чуть дольше, чем приготовленные безопарным способом.
У изделий, приготовленных опарным способом, более яркий вкус и более яркий цвет. Поэтому я бы рекомендовал для малых пекарен обязательно использовать данный вид полуфабриката для того, чтобы отличаться от своих конкурентов. Для тех, кто уже решил открыть свою пекарню полного цикла, переходите на сайт technologybp.ru, мы обязательно проконсультируем вас. Подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен канал «Как открыть пекарню». Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Спасибо за внимание, до новых встреч!